Привет, друзья! Сегодня у нас целая серия событий, которые меняют картину в Германии и Европе. Канцлер Мерц жестко спорит о налогах с коалиционными партнерами, а разрыв доходов между Востоком и Западом снова растет. Но это не все. Глобализация, которая долгие годы считалась выгодной для всех, теперь ставит под вопрос будущее мировой торговли. Интрига усиливается, когда речь заходит об автопроме. Немецкие поставщики теряют позиции, а Китай вырывается вперед. Францию может ожидать серьезный кризис. Парламент готовится к голосованию о доверии премьер-министру, и это напрямую станет вызовом для Макрона. Тем временем Мерседес отказывается от собственной сети автосалонов, обещая крупные компенсации, а министр финансов Германии Клинбайль предлагает снизить налоги для граждан. И все это происходит на фоне открытых конфликтов коалиции по поводу социальной политики. Смотрите видео до конца, потому что каждая из этих новостей связана с тем, куда движется Германия и Европа. Подписывайтесь на канал прямо сейчас, чтобы не пропустить самое важное событие. Итак, во время летнего интервью на ЦДФ канцлер Германии Фридрих Мерц вновь категорически отверг идею повышения налогов. Он подчеркнул, цитата: «У нас есть коалиционный договор, и мы в нем договорились, что налоги не будут повышаться. Этот договор действует». Конец цитаты. Так канцлер объясняет свое несогласие с предложением главы финансового ведомства и лидера социал-демократов Ларса Клинбайля, который не исключает возможности введения новых налогов для состоятельных, чтобы покрыть образующиеся бюджетные дыры. Мерц добавил, что в коалиции вполне допустимы разные точки зрения, но именно договоренности должны оставаться ориентиром, и налоговые ставки менять нельзя. Этой жесткой позицией он демонстрирует желание предотвратить эскалацию конфликта внутри коалиционного блока, где уже ощущается напряженность на фоне обсуждения социальных реформ. А теперь интересная новость о доходах в Германии. 35 лет спустя, после восстановления единства Германии, разрыв в доходах наемных работников между Востоком и Западом не только не уменьшается, но и возрос. Согласно данным Федерального статистического управления, среднегодовой брутто-доход полного рабочего дня в 2024 году составлял около 64 тысяч евро в западных землях и около 50 тысяч 60 евро на Востоке. Разница составляет свыше 13 тысяч евро. Это примерно 21% разница. Еще годом ранее разрыв составлял около 12 775 евро, 60 800 евро против 48 тысяч евро. То есть он увеличился почти на 600 евро. Особенно низкие доходы фиксируются в Саксонии-Анхальт, где среднегодовой доход составляет около 46 700 евро, а выше всего он в Гессене и Гамбурге около 63 тысяч евро. Это вызывает острые социальные дискуссии. Лидер политического объединения Союза Сары Вагенкнехт охарактеризовала ситуацию как постыдный итог. Спустя десятилетия после объединения доходы граждан остаются столь неодинаковыми. Структурные причины – это более низкая производительность на Востоке, слабая тарифная база, меньшее число коллективных договоров и ограниченная переговорная способность работников. Эксперты подчеркивают, чтобы сократить разрыв, необходимы инвестиции в образование, науку и цифровую инфраструктуру, а также повышение тарифной защищенности и экономической эффективности регионов. Пока экономика восточных земель продвигается, результаты остаются далеко не равномерными. И это еще не все. Глобализация, долгие годы считавшаяся двигателем мировой экономики, все чаще подвергается критике. Обещания о равных возможностях и росте благосостояния для всех не оправдались. Выгоду получили в основном крупные компании и ограниченный круг стран, в то время как многие отрасли и регионы столкнулись с потерей рабочих мест и экономическими трудностями. Этим разочарованием пользуются популистские силы, например, такие как Дональд Трамп или Альтернатива для Германии, предлагая простые решения и апеллируя к национальным интересам. В разных странах усиливается защита внутреннего рынка и сопротивление дальнейшей либерализации торговли. А эксперты отмечают, что прежняя модель глобализации больше не отвечает современным вызовам. Укрепляется тенденция к регионализации и созданию устойчивых цепочек поставок. Главной задачей становится поиск нового баланса между открытостью и защитой национальных экономик, чтобы сократить социальные разрывы и обеспечить более справедливое распределение выгод от мировой торговли. И еще одна новость Германии, которая вызывает обсуждение. Доля немецких поставщиков автокомпонентов на мировом рынке вернулась к уровню, внимания, 2005 года. Всего лишь 23%. Это установленный минимум за последние 2 десятилетия.
При этом китайские конкуренты увеличили свою долю до 12%, существенный рост по сравнению с почти нулевой позицией 2 десятилетиями ранее. Несмотря на рост продаж, 100 крупнейших поставщиков в 2024 году увеличили оборот на 1,2% до 1,15 триллиона евро. Выгоду получили в основном китайские игроки. Немцы на фоне этого продолжают терять свои позиции. В отчете подчеркивается, Китай построил тесно интегрированную систему по всей цепочке производства, от добычи сырья до сборки автомобилей, включая аккумуляторы, электронику и программное обеспечение. Такая модель позволила ему быстрее адаптироваться к электромобилям и предложить рынку конкурентоспособные по цене и технологиям решения с преимуществом до 50% по стоимости. Эксперты отмечают, Европа и Германия проиграли технологическое соперничество, пока китайские компании эффективно наращивают инновационный и производственный потенциал, европейские поставщики остаются преимущественно в тени, часто опираясь на существующие модели без кардинального перехода к новым технологиям. А теперь важная новость. Во Франции назревает серьезный политический кризис. В сентябре парламент должен проголосовать по вопросу доверия премьер-министру Франсуа Байру. Он представил план по сокращению бюджетного дефицита на 44 миллиарда евро, который предполагает жесткую экономию и увеличение доходов государства. Но именно этот план вызвал резкое сопротивление как у левых, так и у правых партий. Оппозиция намерена объединиться, чтобы провалить голосование. Если Байеру не получит поддержки, правительству придется уйти в отставку. Для президента Эммануэля Макрона это станет большим ударом. Ему придется искать нового премьер-министра. А в парламенте нет стабильного большинства, на которое он мог бы опереться. Кризис происходит на фоне серьезных экономических проблем. Долг страны растет, инвесторы нервничают, а фондовый рынок реагирует падением. Для Макрона ситуация становится особенно опасной. На карту поставлены и финансовая стабильность, и доверие к власти. И еще одни новости, которые показывают состояние автопроизводителей в Германии на сегодня. Mercedes-Benz начал активный отказ от всего, что не относится к его основному бизнесу – выпуску автомобилей. В рамках масштабной реструктуризации компания приняла решение продать собственные автосалоны в Германии. Первые сделки уже заключены, филиалы в Ульме, Дортмунде, Майнце и Любеке перешли к крупным автомобильным группам, объединяющимся для покупки. Всего под реализацию попало около 20 автосалонов с 80 точками обслуживания. Концерн считает торговую сеть вспомогательным звеном, не требующим собственного управления, особенно учитывая, что 90% дилерских точек всегда находились в частных руках. Продажа позволит Mercedes сосредоточиться на основной деятельности с увеличением эффективности. Увольнений не будет, сотрудников примут под свое начало новые собственники. И, внимание, компания компенсирует их переход с солидной выплатой в среднем 85 тысяч евро на каждого, что при 8 тысяч работников дает общую сумму около 680 миллионов евро. Это крупная разовая выплата, но она обещает долгосрочную экономию за счет сокращения затрат на персонал и оптимизацию управления сетью. А дальше важные новости Германии. Министр финансов Германии Ларс Клинбаум намерен снизить налоговую нагрузку на граждан с невысокими и средними доходами. Он сообщил, что предвидится образовавшийся дефицит бюджета на сумму около 30 миллиардов евро уже к 2027 году, однако налоговую реформу все равно планируют провести. Клинбаум отметил, что снижение налога заложено в коалиционном соглашении и при желании гибко подойти к его финансированию это вполне выполнимо. Он заверил, что готов представить конкретное предложение по реализации этой идеи. Представители от союзных партий поддерживают идею, однако подчеркивают, для этого потребуется экономический рост и достижение дополнительных доходов. В частности, лидер фракции Христианско-демократического союза ХДС Юрген Шпан назвал снижение налогов отдаленной целью, не актуальной сейчас, и выразил уверенность, что для ее осуществления сначала нужно создать соответствующие финансовые ресурсы. Следующая новость о конфликтах в середине коалиции. Министр труда Бербельбас выступает с резкой критикой заявлений канцлера Фридриха Мерца о дороговизне социального государства. Она назвала идею, что Германия якобы не может позволить себе нынешнюю систему социальной защиты несостоятельной, и извинилась за резкость слова. По ее мнению, социальное обеспечение является фундаментом единства общества, и важно защитить достигнутое, а не отказываться от него. Несмотря на критику, Бас также подчеркнула, реформы все же необходимы. Нужно сохранить устойчивую систему здравоохранения,
ухода и пенсии, особенно ради будущих поколений. При этом она сильно подчеркнула: несправедливо, если состоятельные люди, которые почти не делают взносов в систему, говорят, что ее нужно сокращать. Эксперты предупреждают, такие высказывания не только вопрос слов. В условиях растущей нагрузки на бюджет подобные разговоры могут подорвать социальное доверие и вызвать разногласия, особенно если при этом обсуждаются сокращения и надбавки. Спор Мерца и Басс стал публичным символом внутриправительственного конфликта по вопросу будущего социального обеспечения в стране. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.